Всем привет с солнечного Крита. Сегодня замечательная погодка, солнышко нас радует. И я решил выйти, пройтись к морю и записать для вас видео. И темой будет действительно очень важная штука, но которая волнует всех, потому что сейчас наступает сезон, вот, и непонятно, что будет с жильем. Мы жилье так и не нашли. Мы все еще живем в отеле с октября месяца. Вот. А жилье мы ищем с сентября. Ну и как-то все тщетно. Вот. В отеле мы можем находиться до апреля месяца. То есть сейчас февраль, максимум. У нас еще один месяц, март. И все. И, пожалуйста, выезжайте. Потому что начинается сезон с апреля. Заезжают туристы. Ну и все, и начинают косить все бабки. Это реально большая проблема, не только для нас, которые люди приехали, либо же убегали от войны, вот, а и для самих греков. Потому что они тоже с этим сталкиваются каждый день и просто физически не могут найти себе жилье. Возьмем, например, учителей, которые приезжают с Афин или с других крупных городов сюда, в университет, обучать деток. Вот. Они не могут себе найти жилье. Есть, появляются, да, домики, какие-то микростудии там по 20-30 метров, стоимостью, там, скажем, 500 или там 400 евро. И то стоит на эти студии очень большая очередь. Вот. И часто пишут, да, либо студенты, либо преподаватели. Но если это преподаватель, допустим, у него зарплата 1000 евро, то 500 отдавать за аренду, такая себе движуха на самом деле. Есть варианты маленькие студии, то есть если ты один, либо же, допустим, с девушкой, то в принципе можно найти там 25-30 метров в районе 400-500 евро. А микростудию, в принципе, кое-как там тесниться и жить. Если вы с семьей, то, во-первых, вам будет максимально некомфортно, потому что вы просто будете на голове друг у друга сидеть. И второе, что просто хозяева не захотят вас брать. Вот сколько у нас тоже было, мы звонили, говорим, вот 2 человека плюс ребенок. Не, вы не поместитесь, она очень маленькая. Все, до свидания. Даже говорить не хотят. Хотя какая им разница, сколько там человек будет жить, мне непонятно. Вот. Здесь такая штука, что они выбирают, не ты выбираешь. То есть они назначают день просмотра, скажем так, там, не знаю, воскресенье, там, на 10 утра, как мы ходили в прошлое воскресенье. Вот. И там очередь. Там, с 10 до 2 они принимают, записывают себе журнальчик, так, кто там, и потом делают кастинг. Тоже победил в этой битве за эту микроквартиру за сумасшедшие деньги. То есть, странная ситуация на самом деле с рынком жилья. Вот. Второе, это есть тоже классные квартиры, хорошая цена, но есть нюанс. До апреля, до мая, до июня. До июня это вообще редкость, потому что в июне разгар сезона. И все хотят заработать. Давайте разберемся, откуда вообще эта проблема появилась в целом. Есть некоторые гипотезы, потому что такая проблема началась где-то 3 года назад, как раз когда началась война, и люди начали спасаться, убегать от войны кто куда, по разным городам. Европа, Польша, Германия и также Греция. Почему Греция? Потому что классный климат, хорошая погодка, море и относительно дешевые цены на аренду, сравнивать с той же Германией или там Италией, Францией, если где-то возле моря брать. Вот. И люди как же приезжают на своих машинах дорогих, потому что многие не просто убегали, вот. Люди просто переезжали в безопасное место,
много людей далеко не бедных в Украине. Вот. И они себе спокойненько могли позволить приезжать в Афины и снимать самую дорогую недвижимость на первой линии с видом на море. Вот. И вообще без проблем себе шиковать. Красота. Жизнь удалась. Вот. Те, которые подальше, ребята, они такие, блин, так мы тоже хотим заработать. Ну что это такое? Что за фигня? И тоже начали поднимать цены, потому что все равно у них снимут. Вот. И поднимались до такой степени, что все сняли, люди приехали. И помимо беженцев еще и просто люди, которые приезжают. Много же здесь и американцев, здесь же американская база. Вот. Ну, постоянно приезжают люди, потому что, ну, действительно, очень классное место. Почему бы нет? Ну, и тем самым они сами себе выкопали вот такую вот яму. А теперь начинают плакать, обращаться в правительство, там, no Airbnb, кричать, все, мы против Airbnb. Ну, все равно же все зарабатывают, все равно никуда не денется. Вот. Ну, какая-то такая тупиковая ветвь. Сейчас правительство приняло новый указ. Вот он вроде бы с этого месяца или со следующего уже вступает в силу. Или уже вступил, не знаю. По поводу того, что ты можешь иметь только один объект размещения Airbnb. Вот, и все. На другие, если у тебя второй, то там он облагается сумасшедшим налогом и просто невыгодно. То есть тебе будет проще сдавать его на долгосрок. Вот. Но пока это все дойдет, пока все это примут, в лучшем случае сентябрь, октябрь этого года, то есть через сезон. Что людям делать пока, я не знаю. Сколько не спрашиваем, все смеются, ха-ха. Говорят, так ты ж ничего не дойдешь. Я говорю, спасибо, поддерживаете. Говорят, ну ничего, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Вот. Есть объявления от риэлторов. Да, есть, появляются. Не знаю, ну, во-первых, они как работают, эти риэлторы, что им даешь какую-то заявку, они тебе там в лучшем случае через там пару дней перезвонят и скажут, что ой, у нас этого нету, ничего нету. Знакомый просто в офис подъезжал, и они такие, так вообще ничего нету, ну, на аренду. Есть какая-то одна квартира за 1500, где-то там на горе. Ну, вот такой прикол. То есть они объявления ставят на Фейсбуке, на разных площадках, чисто как замануха, чтобы им звонили, писали. А там уже, ну, вдруг что-то появится. Вот, то есть, ну, настолько большой спрос, что я даже не знаю. Вот, то есть эти, ну, риэлторы, скажем так, они особо так и не заинтересованы. То есть у них такое количество обращений, что, ну, окей, сдадим, не сдадим. Вот. Уже даже рассматривали варианты какой-то другой городок поехать, подальше, поменьше. То же самое, тоже ничего нету. Да, может поехать в Ираклион, в Афины, что-то найдешь, потому что, ну, как побольше город. Ну, и то не факт. То не факт, надо будет потратить много времени. Скорее всего, заплатить агенту. А агентство берет еще 100%. То есть тебе сразу надо будет заплатить, грубо говоря, тройную сумму за аренду. Ну и все. То есть и то не факт, что возьмут они. Ну, очень сложно. Плюс кто-то не хочет с детьми. Потом кто-то не хочет с животными. Ну и вот это вот все накапливается. Вот буквально сегодня написали, нашли одну квартиру. Хозяин ответил, да, говорит, доступно. Да, все есть. Но они находятся на горе-то, в каком-то забитом селе. Ну, туда реально без машины просто, ну, нереально добраться. Да, какой-то, может, пару автобусов в день ходит, но непонятно. Просто там сидеть в селухе и радоваться, что ты в Греции, что даже на море не пойти никуда, ну, тоже такая себе движуха, такое себе удовольствие. Непонятно, поэтому откинули этот вариант. Будем искать что-то еще. А я ж такой на днях думаю, так, а вообще посмотрю по другим странам, как там вообще обстоят дела. Тоже возле моря, чтобы тепленько было.
было нормально, комфортно, скажем так, ну и недалеко. Вот. И я включил на Airbnb фильтр. Красота. Люди бегают. Включил фильтр 600 евро. Вот. И она мне показала Грецию. Ну, не только остров, а именно Грецию. Знаете, как именно как, бесполетная зона. Вокруг везде куча всего сдается, а в Греции ничего нет. То есть за 600 ты нифига не снимешь. Это именно вот Airbnb. Да. Я не добавил, что я в настройках выбирал на месяц. 1 месяц. Вот. Ну, потому что мне интересно как-то на долгосрок. Вот. Ничего такого нету. Да, даже, не знаю, там Черногория, Албания, ну, Италия. То есть более, ну, ладно, Албания такое, но Черногория, Италия, ну, более дорогие страны. И то ты там можешь себе позволить снять жилье. Не знаю, в чем парадокс Греции. Всех сюда тянет. Непонятно. Вот. Ну, в общем, у нас еще месяц есть, еще ищем. В конце марта еще приезжают родители, друзья, родственники. Еще немножко здесь потусим. А потом не знаю. Если ничего не найдем, будем, может, на лето куда-то уезжать, где просто физически сможем себе что-то снять. Я уже тоже шучу. Говорю, поехали в Египет. Посмотрел Шарм-эль-Шейх. Все, там апрель, май, июнь. Там в районе 400-500 евро ты снимаешь отель с бассейном, с аквапарком. И ты вот 400-500 евро в месяц там можешь тусить. Ну, по-моему, красиво. Красиво. Это уже будет как запасной вариант. Так что если я через 2 месяца буду вам записывать видео с Египта, то не удивляйтесь. А так вообще все хорошо. По работе дела идут вверх. YouTube канальчики тоже приносят копеечку. Тоже радует. Вот. Милая придумала себе бизнес. Торгует капустой квашеной. Вот. И, кстати, очень оно тут хорошо пошло. Постоянно куча заказов. И теперь сталкиваемся с тем, что места в холодильнике нету. Потому что все забито капустой. Но капуста приносит капусту. Поэтому это всегда хорошо. А если еще в Лидле скидончики на капусту, то так вообще, ты что. Вот. И покупают, да, очень много немцев, американцев, британцев. Почему-то они любят капусту. Ну, на здоровье. На здоровье. Сегодня милая, он поехала малую в садик отвозить. И такая пришла, 40 евро на стол вывалила. Вот. Я говорю, что это? Заработала за капусту. Я говорю, отличный план вообще. Ну, в общем, как-то крутимся, пробиваемся. Ничего, будем надеяться, что найдем жилье. И все будет хорошо. Ну, друзья, надеюсь, понравилось видео. Ставьте лайки. Как говорит канадский Марк, ставьте их подобайки. Вот такие. Все, друзья, всем пока. До новых встреч. Покажу вам еще, как пустуют отели. И как они сейчас все ремонтируют, готовятся к сезону. Тут все закрыто. Вот такая тишина. Буквально через 2 месяца все уже будет кишить туристами. А так пока все развалено. Вот, построили новые такие коттеджики. Вон там виллы, бассейн там будет. Все, скоро будет куча туристов. Вон отельчик тоже по-богатому. Тут раньше были попугаи такие белые, прикольные. Но они потом улетели. И тут рядом разваленная. Все вместе. Чей-то дом или просто дачка. Непонятно. И вообще живут тут люди. Такое заброшенное все.
Ну, хотя на первой линии, вот, наверное, сотни тысяч этот дом стоит. Сколько, непонятно. Будет лакшери вилла за 200-300 евро за ночь. Красота. Да, скоро так и будет. Вон, ремонтируется, приводят в порядок. Отель, и вот рядом просто какой-то домик. Ну, наверняка он тоже будет сдаваться за больные деньги. Собака, привет. Чей-то домик. Красивый тоже большой отель, на котором папайи растут. Такой бутик-отель. Вон папайи. Я всего тот хочу один сорвать, надо какую-то палку. Тут уже вроде поспело, эти еще зеленоватые. Таверны закрыты. Фармерс хаус, таверна. Опять какие-то сьюты. Рент-а-кар, магазин. Вот так вот. Все готовится к открытию. Здесь вот на днях только плитку положили. Все, скоро бассейнчик будет. Здесь просто какой-то кусок земли. Еще не поделили, чья она будет. Вот отель Океанис. Огромный отель. Тоже, судя по ремонтным работам, он там максимально. Они делают реставрацию всего. Сейчас покажу, сколько они строймусора поскидывали. О, это все гипсокартон, плитка. Там лежали куски кухни. То есть полностью номера все переделывают. И тут уже покосили пальмы. Он работает, человек тоже травку косит. Такой шикарный отель, конечно. А тут загородили забором и тоже там готовят для стройки. Сейчас покажу. Вот. Тоже, наверное, будет какой-то отель. Очень много оттуда земли вывозят. Постоянно один КАМАЗ за другим. Вот еще вилла. Ну, в общем, это такой туристический райончик. Тут мы и живем пока. Вот этот отель, который ремонтируется. Вот здесь вот, как только забор поставили этот, подготовили вот такую красивую площадку. Очень прикольно сделали такой небольшой скверик. Вот так вот. Типа, что еще один выход, наверное, будет с этой стороны. Не знаю. Вот здесь никого нету. Вот тут слева живут люди. А вот наш отель, где мы живем. Здесь много котов, да, коты? Привет. И тут людишки помидорчики выращивают. В январе, в феврале растут помидоры, тут лимоны. И бегают коты. Коты. Кс-кс.